Коллективный Запад пытается расколоть наше общество. Надо чистить, надо Сталина поднимать. Они жили и живут, а здесь сидели. Вон, по телевизору их показывали, зарабатывали здесь деньги. А сейчас им русскими стыдно быть. Опасность России во внутренних врагах. А цель одна, я уже говорил об этом. Разрушение России. Владимир Путин недавно сказал, что в России есть национал-предатели, которые ментально живут на Западе, любят устрицы и фуагра. Как вы думаете, о ком он говорил? Кто эти люди и что вообще с ними надо делать? А ничего не надо делать. Они жили и живут. И делать с ними ничего? Ничего не надо. Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Это наши люди, ваши соседи, ваши друзья, знакомые. Вот эти. Полно, их было всегда. Беда России. Как их отличить? Их никак не отличишь. Их отличишь по их делам. Опасность России во внутренних врагах. Что надо делать с Вот я внутренними жил врагами? при Сталине, при ГУЛАГе. Я не понял, не видел такого безобразия, которое сейчас творится. Вот с тем, что творит наш народ. Вот. Ну, не все люди, конечно, а вот отдельные индивидуумы. Бюрократы, либералы, в правительстве, в Думе. Рады, что им все счета и яхты их арестовали за рубежом, и все счета им заблокировали? Это все это паллиатив. Такие, понимаете, паллиативные дела. Хорошо, конечно, правильно, не будут это самые. Но это не значит, что в этом все дела. Проблема России не в этом, не в яхтах. Проблема России в народе, чиновниках, бюрократах, либеральной политике. И то, что Россия всегда благосклонно относится к ним, к своим вот таким вот внутренним врагам. Это неправильно. Надо их, ГУЛАГов не надо нам, но и порядок наводить надо. Это люди, которые имеют много денег и не хотят страну свою не улучшить ничего, а только работают на себя и деньги откладывают назад. А сейчас, знаете, они все поехали, получили фигу, извините. У меня много знакомых, я живу в области, здесь очень богатые люди живут, как всегда. Я-то не такая, средняя. А вот они сейчас все уехали, деньги, они остались фигой. Денег им никто не отдает, а их деньги заморозили, они ничего не будут иметь. А то они, у нас деньги забирали, и эти деньги у нас не работали, они были в Англии, Америке. Получается тогда, что все нацпредатели, это вот как раз чиновники, все вот депутаты знаете, или кто? Не все депутаты и чиновники, но большинство, да. И даже спортсмен этот вот, который знаменитый этот. Вы поддерживаете, что они заблокировали счета всех наших олигархов, чиновников, Вы знаете, яхты арестовали, нет, с одной виллы? стороны, это очень вредно, потому что у нас тогда могли немного у них пощипать и что-то сделать, а теперь мы ничего не имеем, кроме неприятностей. Будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Не могу сказать. Не знаю. Без понятия. Мы не относимся к этим людям. Ну, наверное, мы не знаем, что это за люди вообще, как они выглядят. Те люди, которые постоянно жили в деньгах. Типа, не жили богато и не надо начинать. Поэтому к нам это не относится. Мы не знаем. Кто эти люди, как вы считаете, живущие у нас в России? Посмотрите, сколько шушера сейчас начало что-то говорить. Например? Это уже предатели Родины, которые побежали, которым стыдно быть русскими, которые все такое там. А здесь сидели. Вон, по телевизору их показывали, зарабатывали здесь деньги. А сейчас им русскими стыдно быть. А у них фамилии-то какие? Они русские вообще ли? И вот такие же сидят там, а что такого? Которые живут ментально там. Вы считаете, что нужно делать с некими вот врагами народа, предателями Родины? Просто, почему? Они для кого-то предатели, для кого-то, может, они обычные люди. Вот. Что делать? Не пускать их сюда, пусть сидят там. Нравится им там, пусть там тявкают. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом.
а повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом. Владимир Путин недавно по телевизору сказал, что существуют некие национальные предатели, которые ментально находятся на Западе, любят устрицы, фуагра. Вот кто вот эти предатели Родины, о которых он говорит? А что такое фуагра? Я не знаю это слово. Фуагра и устрицы. Как кто предатели? Ну, вот кто, как считаете? Путин. Он же первый. Он почему? Ни экономику, нет, не восстановил, ничего это самое. Ну. А что фуагра, это... Его Да. еда? Ну, я не знаю, может, его еда. А так, тут надо чистить, надо Сталина поднимать. Сталина. И убрать этих Грефов, Кудриных, всех их в болото. Спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. Военный режим. Вот. Порядок Как вы наводить. думаете, вот санкции, да, у нас страна, как вы говорите. Это хорошо, это очень У нас хорошо. купи-продай, правильно? Да. У нас ничего нет, ни производства, мы ничего не Правильно. делаем. Мы здесь все умрем с голоду без трусов. Потому что у нас ничего не производится, мы Не, все закупаем. мы в трусах. Вот. Старых. Ну, в старых, неважно, там уже трусы и трусы. Вот. Просто к тому, что если ты уже начинаешь такую тему, как вот хохлы, ты знаешь, что это самое. Ну, там у него много умников, вот теневая экономика. Знаете, что это такое? Вот. И они это самое крутят-вертят. Ну, наверное, кто в Америке живет. Наверное, какой-нибудь боксер, я знаю, боксеры живут, там дофига боксеров, Овечкин, может быть. Ну, кто уехал из России? Все, кто остались, хорошие ребята. Нет, ну, среди нас тоже много плохих людей. Да, каких? вот именно, они именно и есть предатели. Вот кто Потому эти что, люди? да, очень много. Все практически управленческие структуры, они нахлебники. Они получают деньги, ну, понятно, нужно было быстро, допустим, ну и сейчас тоже все стараются. Быстро экономику сделать так, чтобы все было хорошо, быстро, поэтому давай, ну, пусть получают большие деньги. И появились руководители на заводах, на фабриках, вот эти вот дома большие понастроили, где написано бизнес-центры. Там же люди, которые ничего не знают, и они понимают, как направлять финансовые потоки, и чтобы оседало у них в кармане. Делать они ничего не умеют. Вот А людей. что сделать с этими людьми? А ничего не сделаешь. Пусть едут туда и живут за границей. А может быть, они потом сюда опять захотят вернуться. Ради бога, пусть приезжают, но должны понимать, что нужно работать, а не просто управлять деньгами. У меня много таких знакомых, которые я хочу управлять. А чем-то управлять? Я его спрашиваю, деньгами. А то сверху 12 человек, один работает. То же самое в патентах появляется. Все они, по сути, предатели, получается. А кто же? Они иждивенцы. А предатели они потому, что они поняли, что там лучше. Можно пойти там песенку спеть или сплясать. Естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.